Он стоял на сцене перед тысячами людей, улыбался и кланялся фанатам. Но никто не знал, что за этой улыбкой скрывалась боль, которую он носил в себе годами. Его путь к славе был вымощен не только музыкой, но и слезами, травмами и тьмой, о которой он редко говорил вслух. Это история Мин Юнги, которого мир знает как Шугу. Серый рассвет пробивался сквозь тонкие занавески маленькой комнаты. На полу старый матрас, на котором спал мальчик по имени Мин Юнги. В их доме всегда было холодно, даже зимой не хватало угля, и он привык засыпать, прижимая к себе старое одеяло, которое уже давно потеряло тепло. Его семья жила очень скромно. Денег едва хватало на еду, и часто мать говорила: «Юнги, потерпи, завтра будет лучше». Но завтра казалось таким же тяжелым, как и вчера. Он видел усталость в глазах родителей, понимал, что мир слишком жесток для бедных. И все же у мальчика было то, что грело его сердце: музыка. Иногда он находил старую кассету и слушал звуки, которые уносили его далеко от холодных стен. В тот момент он мечтал, что когда-нибудь его голос и его песни смогут изменить не только его жизнь, но и жизнь других. Но пока это была лишь мечта маленького мальчика, который слишком рано узнал, что значит слово «нужда». Юнги был тихим мальчиком, не любившим шумных компаний. Его миром стали тетради, исписанные строчками, и старый ноутбук, который едва включался. Он часами сидел за ним, изучая программы для записи звука, и пытался собрать из простых битов что-то свое. Музыка стала его убежищем. Когда за окном бушевала зима и в доме не хватало тепла, он надевал наушники и растворялся в звуках. Он писал тексты, где прятал свои страхи, злость и отчаяние. Для него это был единственный способ говорить о том, что не мог произнести вслух. Но вокруг мало кто верил в его мечту. Одноклассники шутили, что музыка не принесет хлеба. Родные переживали, что он выбрал слишком трудный путь. Даже сам Юнги иногда сомневался, сможет ли он пробиться, если мир так равнодушен. И все же, несмотря на сомнения, он продолжал. Каждую ночь он писал, сочинял и создавал. Его сердце уже знало, музыка — это не просто увлечение. Это его дыхание, его надежда и его единственный шанс выбраться из темноты. С каждым днем мечта о музыке становилась все отчетливее, но вместе с ней росла и реальность: денег дома катастрофически не хватало. Юнги видел, как родители изнуренно работали, но этого все равно не было достаточно. Тогда он принял решение искать подработку. Он начал доставлять еду, носить тяжелые пакеты, иногда ремонтировал старую технику за копейки. Его руки часто были в царапинах, а плечи ломило от усталости. Но он молчал и терпел, ведь каждая заработанная монета давала ему шанс хоть немного приблизиться к своей мечте. Иногда он возвращался домой поздно ночью, садился к столу и снова писал тексты. Усталость наваливалась, глаза закрывались сами собой, но он продолжал. Музыка была для него не просто надеждой, это был свет в конце длинного и холодного тоннеля. Но именно в этой погоне за выживанием и в бесконечных подработках судьба приготовила ему удар, который мог разрушить все. Удар, после которого его мечта о сцене оказалась под угрозой. В тот день все начиналось как обычно. Юнги взял очередной заказ на доставку и сел на старый велосипед. Холодный ветер бил в лицо, дорога казалась бесконечной. Он спешил, потому что каждая минута означала несколько вон больше в кошелек. Но судьба решила иначе. Машина, выехавшая со двора, не заметила его. Резкий удар, скрежет металла, падение на асфальт. Мир на секунду замер, а потом наполнился болью. Его плечо словно разорвало изнутри, дыхание сбилось, а глаза заслала темнота. В больнице врачи были прямолинейны, травма серьезная, повреждение плеча может остаться на всю жизнь. И главное, о танцах придется забыть.
Для Юнги эти слова прозвучали как приговор. Ведь танцы и сцена были частью его мечты, частью его самого. Он сидел в палате, глядя в потолок, и думал, значит ли это, что все кончено? Что моя музыка умрет вместе со мной? Его мир рушился прямо у него в руках. После аварии жизнь Юнги будто остановилась. Врачи сказали, что он сможет жить дальше, но смогут ли жить его мечты, оставалось под вопросом. Каждую ночь он ложился в постель с тяжелой мыслью: а что, если я больше никогда не смогу выйти на сцену? Тьма стала его спутником. Он перестал выходить из дома, перестал делиться мыслями даже с близкими. Его сердце сжимала пустота, которая казалась бездонной. Панические атаки накрывали внезапно, руки тряслись, дыхание сбивалось, а слезы текли сами по себе. Музыка, которая раньше спасала его, теперь напоминала о том, что он может ее потерять. Он писал строчки, но каждая буква отзывалась болью. В дневниках того времени отчаяние, одиночество и даже мысли о том, чтобы все закончить. Он признавался позже: «Я думал, что моя жизнь уже не имеет смысла». Но где-то в глубине души оставалась маленькая искра. Она шептала: «Борись! Не сдавайся!» И именно эта искра еще держала его на поверхности, не позволяя окончательно утонуть в собственных мыслях. Когда врачи сказали, что его плечо не восстановится полностью, Юнги не смирился. Он начал лечиться, проходил реабилитацию, но настоящая борьба шла не с телом, а с самим собой. Каждый день он вставал с мыслью: «Сегодня я должен быть сильнее, чем вчера». Когда он впервые снова встал в танцевальном зале, боль пронзила его плечо так, что дыхание перехватило. Но он не остановился. Он повторял движения снова и снова, пока слезы не смешивались с потом. Его тело кричало, требовало покоя, но сердце тянуло его обратно к музыке. На концертах он выходил на сцену так, будто ничего не произошло. Никто из фанатов не знал, что за каждой улыбкой скрывается мучительная боль. Что каждое движение давалось ему ценой сжатых зубов и ночей без сна. Он просто не хотел, чтобы армия увидела его слабым. Его возвращение было не триумфальным, оно было героическим. Потому что он вернулся не благодаря легкости судьбы, а вопреки боли, страхам и приговору врачей. И каждый шаг на сцене был для него как маленькая победа над самим собой. Мин Юнги понял: если он не может убежать от боли, то должен превратить ее в звук. Его студия стала исповедальней. Там, среди тусклого света и проводов, рождались песни, в которых он открывал самые темные уголки своей души. Каждый бит, каждая строчка были пропитаны его страданиями. Он не прятал свои шрамы, наоборот, превращал их в силу. Фанаты слушали его треки и узнавали себя: те же ночи без сна, те же мысли, тот же страх быть никем. Для них его музыка стала отражением собственных чувств. Он больше не был просто айдолом. Он стал голосом тех, кто терял надежду. Его признания о депрессии и боли разрушили табу и показали, что даже самые яркие звезды могут падать, но снова подниматься. Музыка спасла его. А через него спасла тысячи других. И теперь, выходя на сцену, он уже не просто артист. Он человек, который доказал: даже в самой глубокой тьме можно найти свет.